Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что-то я совсем распоясалась. Ремня на меня нет. Да-да, в буквальном смысле. Приобрела себе новую блузку. Ее носят на выпуск. Но на моей фигуре, без пояса или ремня, она совсем не смотрится. Поэтому совсем короткий мастер-класс. Из подручных материалов шьем новый ремень. У меня нашлась прекрасная серебристая пряжка. Откуда? Точно не скажу. То ли с какой-то старой одежды ее срезала, то ли в магазине купила. И еще у меня есть кусок плотной мебельной ткани. Мне повезло. У него длина около 70 сантиметров. А женская талия – это величина переменная. Где-то, может быть, даже и неохватная. Будем работать. Для начала определим ширину готового ремня. У меня внутренний размер пряжки 4,5 сантиметра. Поэтому ширина должна быть двойная, то есть 9 сантиметров. И еще полсантиметра уйдет на сгибы. Ткань достаточно плотная. Выкраиваем полоски 9,5 сантиметров шириной и длиной сколько получится. Длину готового пояса считайте сами. Это охват талии и еще плюс примерно 30-40 сантиметров. Все куски соединяем между собой короткими сторонами, просто прошиваем на швейной машинке. Шов 1 сантиметр от края. Дальше детали разворачиваем, припуски на швы расправляем в разные стороны и отстрачиваем. А дальше уже будем шить сам ремень. Ткань толстая, плотная. Никаких выворачиваний здесь не получится. Поэтому просто подгибаем обе длинные стороны к середине и прошиваем на швейной машинке. Один край пояса будет прямой, а на другом мы сделаем острый угол. Просто подогнем ткань и прошьем эти сгибы. А потом таким же образом оформим и вторую сторону пояса. Женщина должна быть оптимисткой. У нее всегда в сумочке купальник, паспорт и фата. А вот когда пояс готов, приступим к пряжке. У меня нет никакого специального оборудования, ни клепок, ни заклепок. Поэтому просто распарывателем или шилом намечаем небольшое отверстие в поясе. В него будем вставлять штырек пряжки. Расстояние от конца пояса определяйте сами. Я взяла с запасом, чтобы можно было прошить это соединение на швейной машинке. Конечно, это многовато. Пряжка может выпасть. Поэтому сделаем еще небольшую зацепку, прошьем иголкой с ниткой. Сразу же оформим и другой конец пояса. Сделаем примерку и шилом проколем, сделаем небольшие дырочки. И все, красота готова. По такому же принципу я сделала еще один ремень. Там пряжка была немного поуже, 2,5 сантиметра. И сам пояс я собирала из полосы шириной 5,5 сантиметров. У меня были небольшие куски. Собирала из нескольких оттенков темно-коричневого цвета. Кстати, есть небольшой секрет. Если хотите сбросить вес и стать более стройной, просто повяжите на талии обычную нитку и носите постоянно днем и ночью. Не надо, чтобы эта нитка давила или стягивала.
Просто если вы съели лишнего или сгорбились, нитка напомнит вам, заставит выпрямить спину, втянуть живот и не переедать. Поэтому шьем себе красивые пояса. Талию в каком месте делать будем? Всем желаю здоровья, творческого вдохновения, романтических весенних прогулок в красивых нарядах. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!